Всем привет, с вами Иван Хорев. В этот раз герой нашего рассказа – американский истребитель 6-го уровня F-4U-1. Предыдущая машина F-4F Wildcat. И все, что нам от нее досталось, это ракеты. Но отнюдь не от жадности, ведь именно с нашего героя американская ветка истребителей принимает совершенно иной, корсарский оборот. Если говорить о характеристиках, то F-4U-1 делает качественный скачок по сравнению с предшественником. Прочность, огневая мощь, высотность, скорость — все это даже в базовой конфигурации лучше, чем у Wildcat. Ну а по мере прокачки эти параметры будут только улучшаться. Но идеальных самолетов, увы, не бывает. За отличный комплекс характеристик придется заплатить более высоким временем виража. Теперь разберемся, как самолет чувствует себя среди истребителей того же уровня. Начнем с самого выделяющегося показателя — прочности. Уж чего, а хитпоинтов у Корсара предостаточно, особенно с установкой топового фюзеляжа. Сходным запасом с нами может похвастаться только немецкий Фокке-Вульф А5. Скорость у нашего самолета тоже не подкачала. Даже в пушечной конфигурации Корсар спокойно обгоняет большинство истребителей, уступая только П-51А и Як-1М. Ну а если установить пулеметы, то сбежать от нас сможет только Мустанг. Кстати, с вооружением тоже особых хлопот нет. Пушки обеспечивают средний для уровня урон, имея при этом неплохую дальность стрельбы. Пулеметы же работают на малой дистанции, давая неслабую плотность залпа. Впрочем, выбор того или иного вооружения не сильно влияет на тактику применения самолета. Ну и маленькая ложка дегтя — это маневренность. Пушечный Корсар проходит вираж лишь немного быстрее П-51А и Фокке-Вульфа А5. Конечно, не очень приятно, но и маневр для этого самолета не главное. А что же важно для этого самолета, мы сейчас выясним. Настало время самой важной проверки — проверки боем. И мы попадаем в топ. Это отлично, поскольку Корсар в топе как крейсер среди легких яхт. Сходу набираем высоту побольше, 2,5 километра. Вместе с высотой набираем скорость и с крупным союзным отрядом двигаемся навстречу противнику. Вообще, Корсар по своей сути свободный охотник. Он может с одинаковым успехом перехватывать высотные самолеты, бумзумить низколетящих противников и даже уничтожать наземные цели. Главное не терять высоту и скорость. Против легких истребителей очень хорошо работает тактика «ударил и сбежал». С ее помощью можно как нападать на одиночные цели, так и прореживать участвующих в свалке противников. Не забываем следить и за тылами. Нацепляли низковысотных маневренных противников? Крутя размазанную бочку, уходим на высоту. А от медленных просто улетаем по горизонтали на большой скорости. С тяжелыми истребителями бороться еще проще. Нашей маневренности вполне достаточно, чтобы зайти в хвост противнику, а наша высокая скорость не даст врагу уйти из зоны поражения. А вот чего не стоит делать в борьбе с тяжеловесами — это ходить в лобовые атаки. Пушки у них стоят такие, что нам никакой запас прочности не поможет. Что касается штурмовиков, то они перед нами совсем беззащитны. От их огня очень просто увернуться, и в случае опасности можно легко убежать. Так что, если нет других целей, берите штурмовик на абордаж без каких-либо сомнений. Также не забудем и про наземные цели. Если уж мы решили взять в бой бомбы или ракеты, то лучше в первую очередь на большой высоте прокрасться на базу противника, отбомбиться и только потом вступать в столкновение с самолетами. Также ракеты можно использовать для быстрого уничтожения штурмовиков и тяжелых истребителей противника. Но это удастся далеко не каждому. В остальных случаях нам может быть достаточно и пушек. Их мощь позволяет нам добить поврежденную наземку и не дать противнику выиграть по преимуществу. Но удача не всегда сопутствует героям. Корсар может закинуть и в нижнюю часть списка. Если такое произошло, про свободную охоту лучше забыть. У противников на этих уровнях боев и прочность не хуже нашей, и очень кусачее вооружение.
Так что лучше летать в большой и дружной компании и сильно не отсвечивать, нападая на уже вовлеченных в бой противников. В остальном тактика будет примерно та же. Ну что ж, подведем итог. F-4U-1 безусловно яркий самолет. В каждом бою он дает выжать из себя максимум пользы и доставляет при этом немалое удовольствие. Отличные характеристики обеспечивают высокую гибкость тактики и позволяют выкрутиться из многих сложных ситуаций. Так что заводите свои моторы и вперед, корсары!